Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Таро прогноз на следующую неделю. Следующая неделя с 29 июня по 5 июля. Знаете, наступает неделя мощного перехода. Мы не просто меняем календарный листок, мы перешагиваем экватор года. Это значит, что энергетика этих дней, она, больше всего она потребует точности в решениях наших вопросов, в каких-то переходах действительно, в каких-то уходах или наоборот поездок, да, и умение вовремя замедлиться. Вот это тоже очень главное, очень важное. Умение вовремя замедлиться. Энергия, она больше как навигаторная. Вы знаете, энергетический навигатор. Вот эта вот неделя будет с 29 июня по 5 июля. Давайте смотреть, да? Смотреть будем общий фон, планы реализации, финансы, эмоциональный фон, острые моменты. Посмотрим гексограмму, книгу перемен в конце расклада. Все как обычно, но что-то новенькое должно быть. Итак, беру старшие арканы, и старший аркан один будет отвечать за общий энергетический фон недели с 29 июня по 5 июля. Вот эта карта. Так, послание стихий. Как всегда, почитаем стихии. Что она скажет, чем дополнит немножечко, да? Вот. И гексограмма. Гексограмму вы знаете, кто со мной уже давно или недавно, но присутствовали на этих таро-раскладах, да, таро-прогнозах. Это гексограмма, она будет описывать всю неделю. Ну и будем смотреть, сочетается ли она с обычными картами, да. Вот такая вот. Вот карта. И начнем с общего энергетического фона. Император. Угу. Император — это карта силы. Знаете, здесь как бы император — карта, да, силы, определения. Император не бегает по кругу, как говорится, да, куда послали, туда и бежит. Нет. Эта карта говорит о том, что вы действительно можете просто сидеть, стоять на одном месте и легко решать вопросы, даже не думая о каких-то последствиях. Но общий фон недели император — это светлое проявление. Это светлое проявление. Это неделя, но действительно не про бег по кругу, а про глубокую ревизию, да, император, начальник. Вы в этой неделе, вы ревизор, можно и так сказать, собственных энергий, собственных дел каких-то. Да, это как глубокая ревизия. Знаете, на неделе могут вылезти какие-то, образно говоря, в кавычках, хвосты, которые вы упорно игнорировали, с начала вот даже весны, да, с начала весны. Вот такое что-то идет. Главный фокус этой недели, как энергетический фон, да, это фокус на себе. Если чувствуете, что буксируете в каком-то вопросе, остановитесь, присядьте и обдумайте. Вам легко придет правильное решение. Сила этой недели, она в тишине и в стратегическом таком планировании, да, когда ты действительно понимаешь, спокойно планируешь и не суетишься. Можно даже на листочке записывать. Просто план на всю неделю, да, или по каким-то своим делам. Можно в календарике обозначать даже даты, в которые, да, действительно нужно что-то сделать. Вот хочу вот в эти даты. Все,
идем к ним потихоньку. И знаете, еще самое главное в эту неделю понять, что вы очень-очень весомый человек в этой жизни. И тогда у вас многое будет сброшено, как вот если у вас есть балласт какой-то, да, вот то, что вас тяготит, оно будет сброшено. В эти дни будут какие-то маски сброшены, кстати. И вы, наконец, увидите истинное лицо каких-то людей или некоторых даже ситуаций. Ну, образно говоря, лицо ситуаций, да, но я думаю, вы поняли, о чем речь, но оно действительно вот весомо. Все, что я вот сейчас говорю по этой карте, всего лишь, да, император, но от нее очень много энергии идет. И энергии, опять же, подсказки и предупреждений. Ну и в то же время, ну, как бы во второе полугодие вступаем, да, поэтому надо быть заново таким рожденным, подкованным, и чтобы второе полугодие было просто, не знаю, шикарным для вас. И, кстати, по поводу финансов тоже обязательно обращу внимание на то, что как бы один месяц сменяет другой, да, и надо что-то сделать по поводу денежек, чтобы они во втором полугодии этого года вводились и очень хорошо. Ну, как бы начальник своей жизни, да. Так, давайте смотреть планы реализации действия. Может, какие-то поездки действительно будут. Это жезловая масть. Это огненная масть. Но десяточка вышла, да? Так, десятка. Но это вектор, в принципе, движения. Кстати, тут нарисован как будто бы даже вектор этого движения, да? Вот есть дорога, есть цель. Да, тяжело, но зато ты уже с весомым грузом. Да, тебе тяжело в некоторых вопросах. Да, тебе как-то неуютно, некомфортно, может быть, с какими-то людьми, либо в каких-то, да, своих, ну, не знаю, проблемах, ситуациях. Но у тебя дороги открыты, как бы там сложно не было, ты все равно со своим грузом идешь. И груз у тебя, знаете, вот как здесь именно вот с картой император, да, в сочетании, оно весомо. Как бы там десяточка жезлов не говорила, что ты тяжесть несешь, но ты тяжесть несешь весомую в этой неделе. Ты многое действительно, что доделаешь, завершишь, выбросишь, ну как бы вот такое, что-то вот весомое идет. По этой карте хочу сказать, забудьте про пустые разговоры, чтобы их не было на этой неделе. Не то, что когда-то были, вы о них помните, но это вообще нужно забыть. А вот забудьте про пустые разговоры. Просто впустую поговорить. Знаете, эта неделя не для этого. Иногда да, хочется. Ой, поболтать и все. А вот эта неделя не для этого. Вы как будто бы вот пустыми разговорами, пустым времяпровождением, вроде как отдыхаешь, оно для вас не так сыграет в эту неделю. Оно как будто бы украдет у вас вот эти ситуации, вот эти события, да, вот эти ваши движения в пустоту, как бы, типа отдохнуть. Оно украдет у вас время для нужного, для очень нужного и весомого. Вы отдохнете, еще как отдохнете, но там, где будет действительно ваше, по вашему желанию. Вот я сказала или сказал, да, и я так сделал. И я действительно остаюсь счастливым. Вот это вот нужно здесь, ну, десяточка жезлов. Вот это нужно откинуть, забыть про это на эту неделю, да, пустые разговоры, пустое времяпровождение, обещанные куда-то походы, вам не надо, а кому-то надо, ай, ладно, схожу. Нет, отказываетесь, у меня другие планы, мне надо вот другое сделать, вот как-то так. Обещания на эмоциях откладываем, реально откладываем. Если обещание было действительно, которое отложить нельзя, ну вы сами понимаете, значит нет. Ну, все, ты обещал, и это реально нельзя, потому что это надо, значит да, значит делаем. Есть исключения.
Но если это будет на эмоциях сделанное обещание, если это будет действительно понимание, ну, мне оно совсем сейчас вообще никак, ну, типа ради кого-то я это сделаю, пусть ему хорошо будет. Ему хорошо, может, и будет, но ему и без этого будет хорошо. А вы не упустите свои шансы. Это подсказка такая идет. Так, скажу так, по десяточке жезлов, да, на этой неделе правит, ну, в принципе, в сочетании с императором 100%, холодный расчет и железная логика. Ну, это точно, это вот точно. Так, давайте смотрю другой колодой, дополняем, да. Сегодня беру Ленорман Таро. Такое вот. Давайте посмотрим, что тут в делах может быть. Сила. Ну, по силе в делах идеальное время для работы с документами по этой карте. Ну, начальники, да, такие. Судами. Идеальное время, давайте перечислю, что вижу здесь. Идеальное время для работы с документами, судами, ну, юридические дела, какие-то контракты, может быть, у кого-то, закрытие старых обязательств перед какими-то людьми, перед, опять же, какими-то ситуациями, да, закрытие старых обязательств, которые уже не тянете, которые уже все должно закончиться, потому что вы переходите в новое полугодие, которое будет самым весомым. Тем более, если вот вы это слышите, вы это сделаете, сколько вы всего наберетесь потом. Хорошего, только хорошего. Смотрите, если вы действительно планируете какие-то переговоры, разговоры, выяснения, прояснения, ну, это не просто на эмоциях, не просто пустые, а вот действительно они запланированы, они нужные. Здесь вот по вот этим картам берите, да, на себя много, вот реально на себя, на свое желание. Берите по фактам. И вот факты открывайте. И не обаянием, да, не улыбкой, а как будто бы кулаком по столу. Вот что-то такое, и вы в этом выигрываете. Не улыбкой, не какими-то там вот этими вот, да. Потому что иногда обаяние, оно срабатывает, но не в эту неделю. Здесь именно жесткостью, фактами и, ну, и чем-то таким важным. Поездки. Семерочка жезлов, вы на высоте. Будут какие-то поездки, но будьте внимательны. С чем-то, да, придется сражаться, как говорится. По семерочке, по-любому семерка, вы на высоте, но все-таки семерка жезлов, как бы и мечевая жезл, да, мечевой жезл. Ну, в этой колоде именно. Хотя жезл огонь. Смотрите, сочетание всего. Здесь на дорогах возможны задержки, ну, в каких-то ваших дорогах, в каких-то поездках, да, могут даже быть, ну, честно скажу, вижу здесь бюрократические какие-то проверки. Так что и к этому будьте готовы. Может быть, просто проверка какая-то будет. Может быть, будет человек, который будет подсматривать, а правду вы говорите, а правильно ли вы делаете, а куда вы сейчас идете. Кто-то будет следить за вами. Вот это тоже, да. Вы по-любому на высоте, но кто-то будет за вами следить. Будьте внимательны. Надо оно вам, не надо, но будьте внимательны. Так, что еще? Восьмерка пентаклей, работа, работа, работа. Выезжайте заранее, куда надо, да, по поводу поездок. Ну, как всегда, проверяйте документы, там дважды даже, да, все ли вы взяли, чтобы потом не переживать, а то отсечете от себя удачу в работе. Все-таки восьмерка пентаклей — это вложение в работу, а вложение острое и очень-очень внимательное, чтобы не наколоться на свои же ошибки, да, не наступить на грабли, как говорится. Дальше.
Шестерка мечей, это переход, это очень хороший переход. Но здесь я могу по этой карте сказать, ну такой, знаете, как на эту неделю с 29 июня по 5 июля эксклюзивный совет по делам, поездкам, планированию, встречам, да. Не планируйте важных стартов, если вы до конца не уверены. И если они нужны, лучше всего на вторую половину недели. Первая неделя — это выход от чего-то, а вторая — это уже разбор, это уже завершение, либо наоборот, основание чего-то. Вот вторая половина будет очень весомая, действительно. Шестерка мечей — это выход от плохого, когда ты завязываешь узлы и выкидываешь их, да. А здесь развязываешь что-то новенькое, открываешь себе дороги уже в нормальное такое стартовое начало, да, которое тебе понравится. Ну, это как бы такой совет. Вот. Начало недели лучше доведите до ума то, что уже начато. А вот вторая половина недели, вот она будет такая запланированная такая, такая вот какая-то вот важная, да, важные старты, важные интересные начала, встречи, ну такое. Вот, дальше давайте смотреть деньги, да, денежки. Пентаклевая масть, финансовая. Вот эту карту возьмем. Жадность. Вот такая жадность, но мешочек у вас в руках. Мешочек в руках. Так что вы притягиваете себе финансы на следующую неделю или на следующей неделе, ну вот на этой неделе, давайте так скажу, и со следующей недели будете это неплохо так, я думаю, получать, потому что это весомо, это реально весомо. Здесь император, начальник, который держит у себя целый вот мешок сокровища, да, немножко придется потратиться где-то, что-то сделать, куда-то съездить, с кем-то договориться, но мешочек-то у вас, мешочек в ваших руках. Так, в принципе, по этой карте, да, могу сказать, что неделя будет проверять вас на прочность. Ну, переход с одного полугодия на другое. Есть такое немножко шаткое, да, но все-таки мешочек в руках. Есть, что неделя будет проверять вас на прочность. Может появиться ложное ощущение «мне не хватает». Я потерял что-то, да, или там я куда-то истратил, или не буду тратить, потому что все, мне не хватает. Ну, либо страх остаться без ресурсов, да, такое будет присутствовать по вот этой карте. Но смотрите, это 1000000% с таким императором и вашими даже в тяжелых состояниях, ситуациях, да, вашими арбузами, как говорится, да, за плечами, но это иллюзия. Вы действительно будете в ресурсе, вы действительно многое, что можете и сделать, и закончить, и получить, и начать. Эта неделя очень хорошая. Главное не поддаваться панике и не бежать, скупать вещи, ну типа на черный день, да, вот почему-то такое еще идет здесь. Ну, это на всякий случай как совет. Не бежать, скупать. Ой, вот этого не хватает. Ой, сейчас скидка. Нет, не ваша неделя для этого. Даже по скидке. Ну, если вы пришли, ой, да ладно, давай куплю. Смотрите внимательней по деньгам, да, по денежкам своим. Надо ли оно вам, чтобы оно болталось и стояло там где-то на полочке. Если надо, ну тогда да, это ваше решение. Если все-таки сомнения, все, тут точно совет отстегиваем, убираем. Если давно-давно гонялись за этой скидкой, ну тогда это ваше. Тогда да, тогда точно ваше. А так вдруг увидел, надо, не надо, тут точно нет. Что еще? Ну, давайте колоду ту беру. Ну, давайте посмотрим, куда деньги пускать нельзя. С 29 июня по 5 июля. Туз кубков. Ну, туз кубков — это, в принципе, большая чаша. Ну, смотрите, если вы в долгах,
то смотрите как бы по себе и по ситуации, да. Если вы в долгах, ну где-то да, можно и отдать, чтобы свое впоследствии конкретно не потерять и не упустить. Когда ты отдаешь по чуть-чуть, ты наоборот складываешь себе мешок на будущее. Ну потому что ты в долгу. Но по тузу кубков это ваш мешок. Туз кубков это полная чаша. Чтобы ее не расплескать, то категорическое табу на дачу денег в долг человеку любому, даже самому близкому. Вежливо откажите. Не знаю, ну как-то так. И да, на спонтанный онлайн-шопинг по ночам там или по каким-то интересным моментам тоже категорическое табу на эту неделю. Потому что там по копеечкам раздадите и потом посчитайте, а у вас кучу всего не хватает. Это именно эта неделя. После будем смотреть, ну надо ли, надо. Ну, по-любому карты откроют, и вы поймете, а когда действительно это можно сделать. Так, куда направить ваш ресурс лучше всего? Тройка мечей. Ну, тройка мечей — это когда ты переживаешь. Ну да, когда человек берет в долг, он начинает переживать, да, как-то больновато на душе, ох, надо же отдавать. Вот по этой карте точно. Закрытие, да, вот эта неделя, закрытие вот они мелких таких долгов, если они у вас есть, это будет нормально, это будет хорошо, очень даже хорошо. Оплата счетов, которые, может быть, затянулись или просто пришли и думаешь, на следующей неделе или сейчас, лучше сейчас. Вот чуть-чуть, но сейчас. Вы не потеряете. Вы, наоборот, приобретете впоследствии. Может быть, знаете, что еще лучше всего? Вот такое вот напряженное, да, состояние по вот этой карте. Вот если оно у вас есть, такое душевное, напряженное состояние, прекрасная неделя для инвестиций, ну типа вложений в свое душевное спокойствие. Вот тут как раз не пустые разговоры, не пустые посиделки, а вот именно там, где вам хорошо. Не там, где кому-то, а там, где вам хорошо. Вот туда можете, да, заплатить, там, не знаю, если любите театр, в театр сходите. Если не любите, любите что-то другое себе сделайте. Может быть, не сильно много, чуть-чуть совсем вложений, да, но чтобы сердечко из-за тройки мечей, вот которое побаливает, как бы душа, да, болит, оно прошло. Вот это как раз неделя для вас. Вы наберетесь очень много положительного, и да, это будет не в ущерб. Абсолютно нет. Так, что еще здесь сказать? Подождите, я же хотела по финансам посмотреть по поводу привлечения денег, так как месяц, на другой месяц меняется, да? Ну вот получается в ночь с 30 июня на 1 июля. Стоит, не стоит? Двойка пентаклей весомо, взвешиваемо, да, вот двойка пентаклей 2 месяца, один сменяет другой. Двойка пентаклей — это когда у тебя, да, реально есть выбор, сделай его, реально сделайте его. Потому что двойка пентаклей — это так, а надо ли, а сработает ли, ой, не мое. Смотрите, не ваше, значит не ваше. По-любому. То, что вы считаете нужным, то и берете. То, что нет, все, выкидываем. Но ритуал, да, хороший будет. Ритуал для действительно хорошего обогащения, нового и такого, знаете, длительного, как вот длинные ветви, да, такие вот длительного в вашу жизнь. В общем, с 30 июня на 1 июля. В эту ночь она действительно вот такая магия смены месяцев происходит, да. Ну и чтобы деньги действительно переночевали в вашем пространстве, да, и начали умножаться, возьмите самую крупную купюру, которая у вас есть в доме. Кошельке, там, где она лежит, самую крупную в этом месяце. Вот потому что это даже еще и полгода, да, закончилось, полгода новые начинаются. Вот самую крупную
Без разницы, какая она будет. Самую крупную купюру, которая есть у вас в доме. Кстати, можно и банковскую карточку. Если на ней хорошая такая сумма, или ну сколько бы ни было, в принципе, да, но ту, которой чаще всего пользуетесь, чтобы она была действительно не где-то там лежала, а в обиходе, вот в которой чаще всего пользуетесь. Положите ее на ночь под подушку, либо на тумбочку, либо со своими личными вещами в шкафу. Я часто так говорила, оно действительно хорошо срабатывает. Оно просто там ваша энергия, оно совмещается, оно склеивается вместе. И ваши желания через эту купюру идут на небеса Всевышним, да, которые, она хочет или он хочет этого, давай сделаем. Четко. Вот. И можно еще, кстати, положить поверх наручных часов, потому что вы их постоянно, допустим, носите, если вы носите часы, да, постоянно на них смотрите, оно как будто реально очень сильно связано с вашим мнением, с вашими какими-то дорогами даже, да. Если у вас есть любимый парфюм или любимый кошелек, вот вместе, чтобы оно лежало. И перед этим... туз кубков. Но туз кубков на этот вопрос — это вообще великолепно, потому что полная чаша, которую хочешь, она таки соберется. Она соберется. Но перед этим, смотрите, пойдите, вот вы положили, пойдите помойте руки после этого и приходите, не трогайте купюру, карточку, да, скажите просто обычные слова шепотом. Июнь уходит, июль приходит. Как утро наступит, богатство прибудет. В моем доме умножаться будет. Истинно. Аминь. Да будет так. Давайте еще раз повторюсь, на всякий случай, да. Июнь уходит, июль приходит. Как утро наступит, богатство прибудет. В моем доме умножаться будет. Истинно. Ну и можно сказать аминь, да будет так. Но истинно, да, истинно. Так, знаете, истинно. Это обязательно тоже слово сказать. И после этого не берите, не трогайте до утра купюру, но еще раз пойдите помойте руки. Вот, да, еще раз помойте руки. И все. А утром уже эту купюру или карточку желательно положить обратно в кошелек, но не тратить 3 дня минимум так. А потом уже все, потом уже на нее будет, на карточку или к этой купюре прибавление по тузу кубков. Дай Бог, да будет так, истина. Так что вот, на всякий случай вам сказала, да, кому интересно. Дальше давайте смотреть. Это эмоции, это кубковая масть. Такой сердечный регистр, да, эмоции и окружение. На следующей неделе, неделя с 29 июня по 5 июля. Ну, принцесса кубков, так, видно? Принцесса кубков — это... Вы знаете, здесь больше идет связка с звездами. Да, она на звезды смотрит. Ну, может, не на звезды, на солнышко, на луну. Без разницы, в какое время она присела на скамеечку, но она смотрит вверх. Так, значит, по этому аркану, по этой карте в отношениях наступает время тонкого льда. Вот как-то так. Такое тонкое, утонченное что-то. С одной стороны, тянет, реально тянет к какой-то невероятной близости, да? С другой стороны, очень сильно обостряется интуиция, и да, будет присутствовать, скорее всего, мнительность. Такая немножко зажатость. С одной стороны, хочется чего-то такого открытого, да, близости с любимым человеком, близости с друзьями, чтобы с ними вот поболтать. Ну, потому что эмоции тут и любовь, и уважение, и просто привязанность к родным. Тут по-разному, но есть такое, да. Хочется какой-то близости, каких-то обнимашек, может быть, даже, да, скорее всего. Вот. А с другой обостряется интуиция, кто как посмотрел, кто что подумал, да и вообще про свою жизнь по императору, да.
Я сказал так, я сказала так, так и должно быть. Иногда да, иногда нужно уступить, но только если вам по интуиции это подходит. Мнительность тоже может быть, но мнительность вам вот это реально не надо, будьте аккуратны. Мнительность может такая быть. Особенно, если кто-то рядом будет что-то наговаривать. «Ой, ты знаешь, там вот то-то и то-то». Будьте аккуратны. Может такое быть и тоже будет очень сильно влиять на ваше кубковое здоровье, скажу так, на ваше сердечко. Так, что еще? Давайте по поводу близких и любимых посмотрим. Шестерка пентаклей, раздаете себя, очень сильно раздаете себя. Близкие люди, может быть даже и партнер, да, любимый человек, может казаться на следующей неделе излишне закрытым или обидчивым даже. Вот близкие люди, может дети, может быть любимый человек, говорю, муж, жена, да, или кто-то, может быть, родители даже. Кто-то еще, в общем, вот как-то так. Вот такое ощущение идет, что вы вот что-то захотите сделать, что-то интересное рассказать, а в обратку услышите закрытость и даже обида на какое-то слово. Смотрите, в этой ситуации не раздавайте себя, потому что вы действительно можете додумывать за этого человека, да, что он там посмотрел, а вы уже придумали себе, почему это так. Вы можете лезть к нему в его состояние, не зная, а вдруг у него на душе рана какая-то из-за кого-то вообще другого совсем человека, а он вот на вас так посмотрел. Не додумывайте, не придумывайте, не переживайте. Вместо всего этого, даже если претензии к нему будут или к ним, да, вот устройте какой-то теплый разговор, какой-то, может, тихий вечер, куда-то сходите. Ну, как-то так. Это вам даст заряд на будущее и повышение в сознании и своем, и других людей. И как бы и другим тоже хорошо будет, да, вам скажут спасибо, и будет хорошо, неплохо. Единственное, еще раз повторюсь, и если это не будет впустую, если вам это действительно будет надо, не кричите, не ругайтесь, не обижайтесь на обиду чужого, другого человека или своего, да, а наоборот как-то успокойтесь и что-то по-теплому разрешите. Это будет вообще большущий плюсик в ваши отношения с людьми. Вот. И вообще для вас. Так, друзья, родственники еще, да, вот королева мечей, женщина тут какая-то активируется, какая-то женщина на следующей неделе. Такое впечатление, что из прошлого. Вы ее знаете хорошо, вы ее хорошо знаете, эту женщину, но смотрите внимательнее. Она мечевая, под девятки пентаклей, может и деньги просить, может и куда-то приглашать. Но будьте внимательны, она может появиться с бухты-барахты, даже скажу, да, вот с какими-то двухсмысленными намерениями. Двусмысленными намерениями. Есть такое. Знаете, мечевая королева с бабочкой, бабочка была гусеницей, да? Как бы девятка пентаклей — это стабильность, но стабильность для нее, она что-то захочет в ущерб вам. Вот так может случиться. Мужчины, женщины, да, кто сейчас смотрит, девочки, мальчики, вот именно женская энергия может прийти и что-то не очень хорошее сделать. Знаете, если вы чувствуете, что из вас начинают качать энергию, или кто-то начинает жаловаться на жизнь, вот в этом случае точно мягко уходите. Если нет такого чувства, то мягко продолжайте устраивать теплый вечер, без гаджетов, без каких-то там разборок, да, ну вот как-то так. Да, немножко есть двойственность, но я думаю, что ваша интуиция и подсказка с этого расклада вас не подведет.
Проведите выходные, особенно выходные, ну, либо в своих интересах по отшельнику, да, вот то, что вы хотите, действительно хотите в руках держать, либо с теми, кто наполняет вас ресурсом. Это ваши друзья, это ваши близкие, это может быть просто какие-то разговоры по связи там дистанционной, да, но выходные с теми, кто наполняет вас ресурсом. Когда огонек гаснет, хочется, чтобы кто-то помог зажечь его заново, да, вот. Ну, как-то так. Дальше, да. Давайте дальше. Это мечевая масть. Скрытые капканы, да? Ну, острые моменты, в общем. С 29 июня по 5 июля. Есть ли острые моменты? На что обратить внимание? Десяточка. 5 десяточка выходит. Из всей стопочки вот эта десяточка, да? Смотрите, главная опасность этой недели – внезапные вспышки гнева из-за мелочей, внезапные какие-то вспышки эмоций, но где-то, вот дома можно сериал смотреть, и где-то заплакал, где-то рассмеялся, это не важно, это нормально. А вот, например, знаете, контролируйте, реально хочется здесь сказать, контролируйте эмоции за рулем. Если вы за рулем, контролируйте эмоции. Будьте аккуратны, пожалуйста. Если вы рядом с водителем, тоже контролируйте эмоции, чтобы ему не навредить, но и себе в том числе. Смотрите, в очередях, если будете стоять, контролируйте эмоции. В каком-то важном вопросе, где надо лучше промолчать, контролируйте эмоции. Вот как император, стойте и смотрите, да? Ну, такое вот идет. Давайте колоду возьму. Тут еще вечером будьте аккуратны, ночью лучше... Смотрите, что хочу сказать. Действительно, это не для всех. Но я вижу эту картинку, поэтому кому-то это будет очень важно. Кофе на ночь не пить. Однозначно, кофе на ночь не пить. Или кофейные какие-то напитки, какао тоже, кстати, нет. Не знаю почему, но мне идет эта информация. Вот именно в эту неделю. Потом, может быть, луна будет в каких-то звездах там, или солнце, или там какие-то энергии будут. Потому что, да, вам может стать плоховато. Потом, к вечеру лучше становиться спокойной и не думать о проблемах завтрашнего дня. С утра все решится. Если есть, смотрите, если у вас уже несколько дней есть воспоминания о человеке, которого нет в этом мире, да, который на небесах, душа которого на небесах, в субботу помяните его. Просто вспомните, там, не знаю, пирожки, что этот человек любил больше всего кушать. Хотя бы вспомните об этом, да? И какая возможность у вас будет, это уже на ваше усмотрение. Но мне почему-то идет вот эта подсказка. Голуби, небо и вот эта десяточка. Вы как будто бы, знаете, вот вы помин сделаете. Просто вспомните, просто вечером за ужином, просто вот вспомните и просто попросите небеса, чтобы там было все хорошо, да. И тут же попросите и мне здесь тоже, чтобы было хорошо. Это как будто бы будет перепосыл, это помощь и туда, и сюда. Я не знаю, но мне видно, вот действительно я увидела здесь именно на этой неделе, как будто бы вы вдыхаете вот какой-то свежий ветерок. Так, дальше, да, беру колоду, дополним еще какие-то, может быть, карты будут говорить острые моменты, может и нет их совсем больше. Паж Пентаклей.
Ну, смотрите, это маленькая карта, в принципе, да, но есть особое предупреждение. На всей, вот на этой неделе, с 29 июня по 5 июля, да, вот Земля, вот ну, там, где вы ходите, в общем, она как будто заряжена на сброс чужого негатива, и вы должны как будто бы вот что-то, за что-то держаться, чтобы на этот негатив не наступить. Давайте так скажу. Обходите 10-й дорогой любые бесхозные вещи на улице. Кто-то может сбрасывать, а вы чтобы не поднимали. Есть такое. Это особое предупреждение. Если вы в это верите, пожалуйста, вот именно с 29 июня по 5 июля не поднимайте ничего на улице. Реально. Нашли красивую, допустим, цепочку. Может, дорогущие часы, красивую монету. Не надо. Может, новый блокнот какой-то на лавочке кто-то забыл, и вы решили взять себе. Не надо. Знаете, не прикасайтесь. И тем более не несите в дом эти вещи. Знаете, вместе с этой вещью вы рискуете забрать себе чужие финансовые крадники, проблемы со здоровьем. Потому что полугодие. Знаете, когда за полгода человек что-то там плохое в себе тащит, и он может это скинуть в какую-то дорогущую вещь, лишь бы здоровья набраться. А вы возьмете. Вот не в эту неделю. Эта неделя действительно переход на здоровье. И вам тоже, естественно, свое здоровье, своя монетка нужна, а не чужое что-то. Знаете, так же самое еще не берите. Ну, потому что неделя вот именно такая, какая-то вот такая. Не берите угощения от соседей или знакомых, с которыми у вас натянутые отношения. Ну, если все хорошо, пожалуйста, пусть угощают, да, потому что вы знаете этого человека, там вообще все супер, чувствуете его и подсознательно, и интуитивно, и вообще, да. Но если у вас натянутые отношения, и вдруг, ой, хочешь конфетку? Там, или что-то, ой, возьми, вот там кто-то напек пирожков, да, принес, всем раздать. Нет, нет и нет. Это очень весомый совет на эту неделю. Ну, давайте дальше. Королева воздуха, послание стихии. Ну, тут император, тут королева воздуха, величие, могущество, достоинство. Каково тут, да? Почувствуйте свое превосходство и властвуйте над миром. Ну, на этой неделе, давайте скажу, тут написано «над миром», но почему бы даже самому себе не сказать, да, я властвую над миром. Ну, образно говоря, можно с улыбкой, но, знаете, вот это вот последнее, оно действительно умейте ценить себя. Умейте ценить себя, и у вас действительно все будет так, как надо. Очень хорошая карта для всех. Давайте почитаем гексаграмму. Вот, если видно будет, да, можете сделать скриншот и прочитать, как вам удобнее. Вот. Надеюсь, не размывчато. Угу. Так, расцвет. Удача идет к тому, кто сам идет к ней. О, точно император и королева. Сейчас удача как никогда расположена к вам. В ближайшие месяцы успех будет сопутствовать вам во всем. О, значит, даже тут написаны месяцы, да, это значит, вы действительно в эту неделю берете свою удачу. И да, можно сказать, что это гексаграмма на неделю, но можно ее и усовершенствовать. Так что следующее полугодие точно с этой недели, да, даст вам старт на удачу. Да будет так. Так, в конце я скажу все-таки совет еще один. Вот. Дальше.
В ближайшие месяцы успех будет сопутствовать во всем. Вы почувствуете себя баловнем судьбы, когда увидите, что ваши желания сбываются. Вас ждут успехи в карьере, финансах, любви. Но будьте осторожны. Поплыв по волнам удачи, вы рискуете потерять многое из того, что обрели. Не бросайтесь в крайности. Не бросайтесь в крайности и расточительство. Не сорите деньгами и дружбой. Ну, в принципе, все как здесь и сказано, да? Знайте золотую середину. Где надо, где не надо. Я думаю, вы разберетесь. Не бросайтесь в крайности и расточительство. Не сорите деньгами, да, и дружбой. Сохраните часть денег на будущее, помня о том, что удача не вечна. Ага. В принципе, да, на этой неделе можно сохранить как раз-таки вот эту купюру, которую вы будете с 30 на 1, да? Спать укладывать, давайте так скажу. Вот. Да, можно ее отложить подальше и на целый месяц хотя бы. Да? Потом посмотрим, что дальше будут уже на август карты говорить. Ну, тоже можно притянуть. Вот. Но как-то так. Минимум 3 дня ее не расходуйте. Либо не обналичивайте карту 3 дня, либо не расходуйте купюру эту. А если есть возможность, ну, значит, тогда карту не надо выкладывать на ночь, да, поспать и притянуть. Ну, смотрите, да, смотрите сами. Гексаграмма говорит, что оставьте на какое-то такое хорошее время. Значит, все-таки лучше купюру. Но смотрите опять же сами. Раз тут мне еще видение было по поводу этой карточки, значит, смотрите сами, как вам удобнее и выгоднее. Но подсказочка еще здесь весоменькая такая тоже есть. Вот, если хотите продлить процветание, не полагайтесь на везение. Возьмите дела в свои руки. Как я тут говорила, да, без улыбочек, без каких-то там, все так и так, а вот в свои руки и все. И тут карты сказали, и тут. 1000000% правильный расклад для вас. Будьте целеустремлены или целеустремленны, и тогда сегодняшняя удача этой недели, перестройка этой недели, да, станет лишь первой ступенькой на пути к вашим новым высотам. Вообще великолепно. Вообще великолепно. То, что надо. Так, давайте я теперь все-таки вот эту еще колоду возьму. Ну, скажу так, мои дорогие, у карт для вас реально есть один общий, но невероятно мощный совет на эту неделю перехода. Если вы это сделаете, да, у вас буквально откроется второе дыхание, поднимется самооценка, а окружающие начнут смотреть на вас вот с каким-то искренним восхищением. Туз пентаклей. Вы видите, какая карта? Туз пентаклей. Это стабильность, это деньги, это новые удачи, успехи, дела, какие-то продвижения в руках. Это туз пентаклей. Превосходная карта. Смотрите, если позволяет погода или здоровье, да, ну и здоровье, обязательно отправляйтесь к какому-то природному водоему. Серьезно. Озеро, река, море, пруд. Вот такое. Желательно, да, в середине недели. Ну вот как середина года, так и середина недели. Ну желательно. А там, конечно же, смотря когда у вас выходной будет. Ну и либо действительно на выходных своих. Желательно в середине, ну либо на выходных. Смотрите, окунитесь, поплавайте, да, если получается, это вообще это супер.
Или хотя бы просто зайдите по колено и омойте, да, умойте лицо, руки и шею вот этой водичкой. Вода в этот период смоет весь ментальный мусор, усталость, чужие завистливые взгляды и обиды, и безденежье, скопившиеся за первую половину года. Это однозначно. Когда вы выйдете из воды, вы почувствуете себя уже заново рожденными. Вот как-то так. Здесь просто пожелайте, да даже слова какие-то там особенные не обязательно говорить. Ну хотя нет, скорее, нет, здесь не надо. Здесь именно свои чувства откройте. Просто без слов. Просто вы и эта водичка. Это будет очень весомо. Смотрите, если водоема рядом нет возможности такой именно на этой неделе, да, ну постарайтесь устроить себе домашний ритуал. Примите ванную, даже если чуть-чуть наберете, с морской солью. Вот купите себе морской соли чуть-чуть и вот эту водичку. Может быть, с ведерка на себя польете вот этой морской солью, да, вот этой водичкой с морской солью, либо действительно примите ванную. Тоже, опять же, как получится, представляя, как соль забирает весь негатив. Единственное, что можете по своему желанию сказать, ну, действительно то, что водичка, смывай с меня ментальный мусор, усталость, чужие завистливые взгляды, вот эти вот обиды, да, которые скопились уже за первую половину года, безденежье, ну вот это вот все. И у вас реально, вы как заново рожденными будете, у вас реально все получится. Туз Пентаклей — это супер, как будто бы вот такой знак. Вот так, вот такой расклад сильнющий на этой неделе. И, пожалуйста, обязательно сейчас хоть что-то напишите в комментариях для себя, дорогие мои, для себя. Вот, можете переслать видео кому-то, это и мне будет хорошо, приятно, и вам обязательно. Вот, ну и кто не подписался на канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не упускать следующие видео. И не забывайте, особенно те, кто сейчас до конца, как всегда, вы пишите мне, да, я до конца. Вот, говорите другим, что я только на ютубе, чтобы у людей не воровалась энергия, как воруется у меня видео. Я только на ютубе, хорошие мои. Ананки Тарот канал. Всего вам самого-самого хорошего, самого лучшего, самого настоящего. Увидимся, услышимся, на связи.